Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара, вы на моем канале Тамара Савицкое вязание. Друзья, я продолжаю снимать видео на тему французская кофточка по мотивам кардигана Марио от Сезанн. И вот для вас очередной узор. Я сняла уже 2 узора. Схемы есть к этим узорам у меня на канале. И вот это у нас вот третий узор. Это регланная линия. Линия реглана, как она выглядит на французской кофточке по мотивам кардигана Марио от Сезанн. Вот это регланная линия. Вот у меня связана. Здесь у меня регланная линия сама небольшая. Она всего представляет собой 5 рядов в высоту и 9 петель в ширину. И вот здесь 2 раппорта. Вот один раппорт вот до сих пор, и вот второй. Между ними вот изнаночные петли. Вот так выглядит. Вот. И сейчас мы с вами свяжем несколько рядов в высоту вот этого замечательного узора, вот такой интересной регланной линии. Друзья, хочу напомнить, что вот эта схема вот этой французской кофточки, она необычна тем, что лицевые ряды это четные ряды, изнаночные ряды это нечетные ряды. Поэтому начинаем вязать. Поскольку я сказала, что у нас регланная линия нашего вот этот наш узор, который называется регланная линия, состоит из 9 петель. Для полного понимания красоты узора и чтобы не ошибиться, я приготовила для вас 2 раппорта. Значит, я набрала здесь 22 петли. Это на 2 раппорта 9 плюс 9 18. Между ними будет 2 изнаночные петельки, чтобы разобраться, как вот сама линия реглана выглядит. Ну и 2 кромочные, итого 22. Итак, первый ряд – это изнаночный ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, конец раппорта. Далее 2 лицевых, которые будут разделять наши раппорты. И начинается новый раппорт. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, кромочная, второй ряд, он у нас лицевой. Первая петля изнаночная, далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная. Конец раппорта. 2 изнаночных, которые разделяют наши раппорты. И далее изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид,
лицевая, изнаночная, кромочная. Третий изнаночный ряд провязываем по рисунку. Я провяжу с вами третий ряд, а в следующем вы будете провязывать самостоятельно по рисунку. Итак, третий ряд лицевая, 5 изнаночных, то есть накиды у нас изнаночные. Лицевая, 5 изнаночных, лицевая и 2 лицевых, которые отделяют один раппорт от другого. Еще лицевая, 5 изнаночных, лицевая, 5 изнаночных, лицевая, кромочная. Это был третий ряд. Четвертый ряд провяжем самостоятельно, но тоже по рисунку. И встретимся с вами в 5-м изнаночном ряду. Значит, четвертый ряд у нас изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть по рисунку встретимся. Итак, 5-й ряд. 5-й ряд у нас изнаночный, но мы в нем будем делать изменения. Такая схема. Итак, 5-й ряд узора. Лицевая, две петли вместе с наклоном влево. Надо поменять петли местами, вот так. И провязать 2 вместе. На лицевой стороне это будет с наклоном влево. Далее изнаночная, 2 петли с наклоном вправо. Ничего не меняем, просто провязываем 2 вместе вправо. Лицевая и повторяется. 2 петли вместе с наклоном вправо. Поменяем петли местами и провяжем 2 вместе вправо. Изнаночная. Здесь 2 вместе, просто 2 вместе провязываем, ничего не меняем местами. Конец раппорта. 2 лицевые, которые отделяют наш раппорт один от другого. И начинается раппорт. Лицевая, 2 петли вместе. Хочу показать второй вариант, как можно провязать 2 петельки вместе, не меняя их местами. Вот так зайдем, вот так. И провяжем. Далее изнаночная, 2 вместе, лицевая. И повторяется. Вот так чуть-чуть растянуть петельки, чтобы их не менять местами. Заходим вот так. Зацепился волосок, сейчас вот так заходим. Вот так заходим и провязываем. Еще раз покажу. Сейчас я их на место поставлю, эти петли, как они у нас были. Вот 2 петли. Один вариант. Можно вот так поменять их местами. Вот так. И потом провязать 2 вместе.
один вариант. Второй вариант, кому как удобнее, но я хочу показать оба варианта. Вот так. Заходим. Это похоже на изнаночную скрещенную. Не похоже, а точно так и есть. Только мы захватываем не одну, а две петли. Вот одна дужка, вторая дужка. И вот мы сейчас захватили и провязываем. И вот здесь у нас будет такой вот поворот, который нам нужен. Это будет 2 вместе с наклоном влево. Вот. Ну и далее изнаночная. Здесь 2 вместе с наклоном вправо. Просто провязываем 2 вместе. И на той стороне, где нам надо, на лицевой, будет все правильно. Далее в конце лицевая, изнаночная. И вот у нас вот получается, вот формируется уже, вот формируются наши вот такие 2 вместе, видите, вправо, влево. Здесь точно вот вправо, влево. И здесь точно так же. Мы провязали с вами полностью один раппорт, который состоит, начиная со 2 по 6 ряд включительно. 2, 3, 4, 5 и 6. Значит, вот мы провязали. Значит, мы провязали 5, теперь 6 ряд у нас. Сейчас мы его закончим. У нас изнаночная. И вяжем. Вяжем за заднюю стеночку, как и вязали, точно так же. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Изнаночная. И опять лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Изнаночная и 2 изнаночных, которые разделяют наши раппорты. И опять изнаночная, лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Изнаночная, лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Изнаночная, кромочная. Это мы провязали 6 рядов, и у нас сейчас будет повторение. То есть 7 ряд мы будем вязать как 3-й ряд. То есть 7 ряд у нас лицевая, 5 изнаночных, 1, 2, 3, лицевая, 1, 2, 3, 4, 5, лицевая. Теперь 2 лицевых, которые отделяют наши раппорты, и опять лицевая, 5 изнаночных, лицевая, 5 изнаночных, лицевая, кромочная. Это был 7 ряд. 8 ряд по рисунку. Лицевые петли, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. 8 ряд провяжем самостоятельно. Встретимся с вами в 9 ряду. Итак, вяжем 9 изнаночный ряд, в котором у нас будут изменения. 1 лицевая, 2 петли провязать вместе и петли либо поменять местами, либо вот так зайти и провязать как изнаночные скрещенные. Далее изнаночная, 2 вместе,
Это у нас 2 вместе влево, теперь 2 вместе вправо. Здесь ничего менять не нужно. Далее лицевая. И опять либо меняем дужками вот эти петли, вот эти, меняем местами. Либо вот так вот зайти, подхватить, вот так, подхватить, минутку, подхватить за 2 дужки. И провязать как изнаночную скрещенную, очень похоже. Только 2 вместе, не одну, а 2 вместе. Далее изнаночная, и 2 вместе мы провязываем вот это вправо, ничего не меняя. Лицевая, еще 2 лицевых, которые отделяют у нас раппорт от раппорта. И опять лицевая, 2 петли вместе влево. Значит, мы что делаем? Мы вот так заходим и вот так провязываем, как изнаночную скрещенную, только 2 вместе. Далее изнаночная и 2 вместе вправо просто провязываем, ничего не меняем. Опять лицевая. И вот после лицевой у нас опять, вот показываю еще раз, или вот так заменить, вот, значит, подхватываем вторую, и вот так меняем их местами. Вот один вариант, но мне лично он кажется таким, как бы, медленным, обременительным. А вот когда мы подхватываем как... Ну вот покажу еще раз. Но это просто я показываю вариант. Значит, вот заходим вот так. Вот так. И подхватываем. И провязываем как изнаночную скрещенную. То есть, ну я имею в виду вот здесь, после лицевой, конечно. Вот. А здесь уже просто 2 вместе провязываем. И это у нас будет 2 вместе вправо. Далее лицевая. Изнаночная. Это был 9-й ряд. И с 10-го ряда уже идет опять повторение. Мы вяжем. Одна изнаночная. И вот то, что мы провязывали 2 вместе, вяжем лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Это 10-й ряд. Изнаночная. Опять лицевая накид, лицевая накид, лицевая, изнаночная, 2 изнаночных, отделяющих раппорт, изнаночная раппорта, изнаночная, лицевая накид, лицевая накид, лицевая, изнаночная. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая, изнаночная, кромочная. Это был 10-й ряд. 11-й и 12-й ряд прошу провязать самостоятельно. В изнаночном по рисунку изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. В 12-м ряду лицевые лицевыми, тоже по рисунку изнаночные изнаночными. Встретимся с вами в 13-м ряду. Итак, друзья, у нас 13-й изнаночный ряд, в котором будем делать изменения. Точно так же, как в 5-м и в 9-м. Теперь у нас 13-й ряд. Итак, лицевая, 2 вместе влево. Либо меняем петли дужками, вот, подхватываем, и вот так меняем, провязываем 2 вместе, изнаночная, здесь просто 2 вместе, лицевая, и опять повторение. Можно менять 2 петли дужками, а можно вот так, вот так заходим, придерживаем и провязываем.
как изнаночная скрещенная. Дальше лицевая, 2 вместе, лицевая. Конец раппорта, 2 лицевых и опять лицевая, 2 петли вместе. Я вот захожу сзади и вот так провязываю, мне так удобнее. Лицевая, 2 вместе, лицевая. Вот чуть-чуть подтянуть, вот так, и 2 петли провязываю. Так, еще раз. Вот так чуть-чуть растянуть и провязываем 2 вместе. Изнаночная и 2 вместе, лицевая, кромочная. Итак, мы провязали всю схему. Вот. И вот что у нас получается. Вот наши идут такие вот красивые перевития за счет того, что мы делаем 2 вместе вправо, 2 вместе влево, 2 вместе вправо, 2 вместе влево. И вот, значит, вот, поскольку мы взяли с вами больше петель, вот у нас получилось вот здесь вот раппорт у нас, вот здесь раппорт и вот здесь раппорт. Между ними у нас изнаночные. Но я думаю, что все понятно. Очень такая оригинальная, красивая регланная линия. Но вот согласно схеме мы ее формируем не на лицевой стороне, вот, не на лицевой стороне мы ее формируем, а на изнаночной. Надеюсь, друзья, вам все было понятно и вам понравилась такая регланная линия. И я думаю, вы ее свяжете с удовольствием и примените не только во французской кофточке, но еще в каком-нибудь своем джемпере или кардигане. Итак, друзья, покажу еще раз поближе. Вот, значит, показываю, поближе к камере поднесу. Вот, ну, я думаю, видно. Вот у нас в таком коричневом цвете это полушерсть, а вот это вот у нас тоже полушерсть, но она, конечно, напоминает мохер. Это Ангора Реал 40 от Ализе, она такая пушистая, она напоминает мохер. Вот, ну, поскольку, ну, наверное, большинство знает, что вот эти французские кофточки, они выполнены в основном из мохеровой пряжи. Поэтому я взяла вот эту Ангору Реал 40, которая немного напоминает мохер. Вот, значит, вот такой ажурный вариант и вот такой ажурный вариант. Вот. Итак, друзья, мы с вами закончили провязывать. Вот такие замечательные варианты регланной линии. Вот. Для ажурной кофточки, для французской ажурной кофточки по мотивам кардигана Марио от Сезанн. Итак, друзья, большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. И также хочу сказать, что если вы поделитесь этим видео в соцсетях, мне будет очень приятно. И также пишите комментарии, мне будет приятна обратная связь. Если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Гостям канала хочу сказать, пожалуйста, подписывайтесь на канал, вы здесь найдете много интересного и полезного. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока!